гости канала, здравствуйте! Сегодня хотела показать вам, как вяжется вот такой узор. Когда-то очень давно я из него вязала свитер. Узор достаточно плотный, хорошо подойдет для шапок, для кардиганов, для чего угодно. В принципе, его можно использовать, вот как посчитаете нужным. С ним хорошо выглядят кромочные петли. Если это, например, кардиган, можно отдельно планку не вязать. Мне вот кажется, что из него хорошо получился бы, знаете, вот жакет в стиле Шанель. Узор вот достаточно плотный, очень хорошо держит форму. Естественно, если использовать спицы крупнее, то он будет такой, ну, достаточно порыхлей. Ну, а в принципе, если вот по размеру, который рекомендует производитель, то он получается вот такой вот плотненький. Значит, раппорт этого узора: 2 петли плюс 1 петля для симметрии рисунка и 2 ряда. Снимаем первую кромочную. Теперь смотрим. Мы должны войти в изнаночную петлю. Вот у нас первая, пропускаем ее. Должны войти в изнаночную петлю нижнего ряда. Вот таким образом вытягиваем нить, делаем накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Снова мы должны войти в изнаночную петлю, пропускаем одну, в изнаночную петлю нижнего ряда, входим, вот таким образом подхватываем, вытягиваем петлю, делаем накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, сняли со спицы. Снова входим в петлю нижнего ряда, изнаночную, делаем накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, сняли со спицы, вошли в изнаночную петлю, во вторую, в изнаночную петлю, вытянули нить рабочую, сделали накид, провязали лицевой, 2 вместе, сняли со спицы. Снова вошли в петлю изнаночную нижнего ряда, вытянули петлю, сделали накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, провязали, сняли со спицы. Так довязываем до конца ряда. Покажу еще раз медленно, потому что нужны будут 2 установочных ряда в начале вязания. Их мы в раппорт не включаем, они необходимы. Петля для симметрии, провязываем лицевой за заднюю стенку, кромочной, изнаночной. Изнаночный ряд, второй. Вот теперь мы должны привести количество петель в то же состояние, что и было раньше, к тому же количеству. Для этого мы сейчас 2 провязываем изнаночной, вот они перед нами, 2 изнаночные, провязываем изнаночные, 2 вместе, накид лицевой, далее 2 вместе изнаночной, накид лицевой, 2 вместе изнаночной, накид лицевой, 2 вместе изнаночная, накид лицевой, 2 вместе изнаночная, накид лицевой, 2 вместе изнаночной, накид лицевой, 2 вместе изнаночной, накид лицевой, 2 вместе изнаночной, накид лицевой. В конце у нас накид лицевой и изнаночной, провязываем петлю для симметрии рисунка, кромочной, изнаночной. А сейчас я покажу медленно с установочным рядом. Набираю сейчас классическим способом 15 петель на спице. На спицах сейчас 15 петель. Первую кромочную снимаем. 2 установочных ряда. Вяжем резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это установочные ряды, они не входят в раппорт рисунка и более повторяться нигде не будут. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая,
изнаночная. Второй установочный ряд. Вяжем по узору. Кромочную сняли. Изнаночная, лицевая. И так до конца ряда. Вяжем бабушкиными петлями весь узор. Кромочная, изнаночная. Теперь начинается раппорт. Кромочную сняли. Мы входим в изнаночную. Вот лицевая перед нами. Следующая изнаночная. Входим во вторую в изнаночную нижнего ряда. Вытягиваем петлю. Делаем накид. И 2 вместе провязываем лицевой за заднюю стенку. Только теперь снимаем со спицы. Снова перед нами пара петель, лицевая и изнаночная. Мы входим в нижнюю изнаночную. В изнаночную нижнего ряда. Вытягиваем петлю, делаем накид, провязываем лицевой за заднюю стенку вместе. Теперь сняли со спицы. Снова входим в изнаночную нижнего ряда. Не в лицевую, а вот во вторую изнаночную. Вошли, вытянули петлю, сделали накид и провязали 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Снова вытягиваем петлю, делаем накид и 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Снова в изнаночную петлю в нижний ряд, вытянули петлю, сделали накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Последний раз то же самое. Накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Петля для симметрии провязываем в лицевом ряду лицевой, в изнаночном изнаночной. Кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд. Второй в раппорте и последний. Снимаем кромочную петлю. Перед нами 2 изнаночных, вместе их за переднюю стенку провязываем изнаночной, накид лицевой. И далее так и вяжем 2 изнаночных, накид лицевая, 2 вместе изнаночными, накид лицевая, 2 вместе изнаночными, накид лицевой, 2 вместе изнаночной, накид лицевой, снова 2 вместе изнаночной, накид лицевой, для симметрии петля изнаночная, кромочная, изнаночная. Раппорт окончен. И далее мы повторяем этот рисунок, этот раппорт с первого ряда каждый раз. Вот так он в итоге будет выглядеть. Посмотрим, как будет выглядеть изнаночная сторона. В принципе, он тоже как самостоятельный рисунок имеет право быть. Красота получается. Вяжется очень-очень легко. Все движения комфортные для рук, то есть несложные. И поэтому вяжется очень быстро. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте. Канал «Вяжем вместе с Маринос». Всего доброго.